Что ж, в конце прошлого года я решил закончить свою карьеру в киберспортивной дисциплине Defense of the Ancients 2, менее известной как Dota 2. И у меня остались косметические вещи в инвентаре Steam, которые можно продать. Их оказалось 75 штук. Но я и подумал, не буду же я каждый раз тыкать, смотреть текущую цену, писать ее, у меня вообще лапки. Я решил сделать бота, который за меня сделает всю грязную работу. Окей, как я планировал программу изначально? Мне нужно будет открыть десктоп-клиент Steam самому, из программы сделать скриншоты, которые тессерактом распознают текст, потом каким-нибудь кликером типа PyAutoGUI имитировать клики мышкой и ввод текста с клавиатуры. Но зачем все это, если есть веб-версия Steam, на которой доступен весь функционал торговой площадки? Значит, можно использовать библиотеку Selenium, которая имитирует действия браузера. Тем более с первым методом моя программа должна постоянно видеть окно Steam, то есть я не могу делать ничего другого, пока работает программа. Во втором же случае я могу запустить ее даже без графического интерфейса и заниматься другими делами. Так, давайте для начала составим техническое задание, потому что без конкретного ТЗ результат, как известно, безе. Я хочу создать скрипт, который продаст все вещи из игры Dota 2 и выведет мне информацию о выставленных ордерах в Excel файл. Там будет номер, название предмета, его цена и колонка для отслеживания подтверждения. Окей, приступим. Нам нужен будет Python, Firefox и драйверы для него, которые можно найти по ссылке в описании. Выбирайте для своей системы, распаковываете архив и запоминаете путь к executive файлу. Я создал директорию проекта и виртуальную среду, в которую нам нужно установить пакет Selenium. Для этого напишем в терминал pip install selenium. Создадим файл main для основного тела программы. Сразу импортируем slip из библиотеки time для генерации задержек между действиями. Далее импортируем WebDriver из Selenium. Создадим отдельный файл data для логина, пароля и прочей информации. Копируем ссылку, присваиваем ее переменной Steam Link. Создадим класс SteamBot. Далее напишем конструктор. Пишем username. Забыли импортировать все из файла data. Исправляем. Далее запишем пароль и драйвер, которому присваиваем метод WebDriver со значением Firefox и в executable path пишем путь до нашего GeckoDriver экзешника. Далее напишем стандартный метод, который закрывает браузер. Пишем функцию для авторизации в Steam. Перейдем на сайт с помощью метода get, в который передадим ссылку. Далее напишем неявное ожидание, метод implicitly wait. Что он делает? Он ждет появления следующего элемента в программе в течение указанного времени, в нашем случае это 5 секунд. Как только элемент становится доступным для взаимодействия, выполняется указанная команда. Мы хотим нажать на кнопку «Войти». Найдем ее по классу Global Action Link. После нажатия на клавишу задержим программу на 2 секунды. Далее нас встречают поля заполнения логина и пароля. Их можно легко найти по атрибуту name. Чтобы ввести текст в input элемент, нужно использовать метод драйвера sendCase. Найдем кнопку «Войти». Видим элемент button с атрибутом type, равным значению submit. Найдем с помощью CSS селектора. Вот так он будет выглядеть.
Давайте попробуем найти этот же элемент через XPath. Напишем 2 слэша и элемент button. Далее открываем квадратные скобки. Чтобы найти элемент по атрибуту, нужно поставить собаку и написать атрибут. Далее напишем равно и через кавычки напишем значение этого атрибута. Видим, что в HTML разметке находит один элемент, что нам и нужно. Можете находить его таким способом. Окей, давайте посмотрим, что происходит дальше. Пишу логин и пароль. У меня стоит двухфакторная аутентификация SteamGuard, у вас может ее не быть. Давайте напишем функцию, которая проверяет, есть ли элемент на странице. Она будет искать его по XPath. Напишем type hint boolean, потому что функция будет возвращать нам логическую переменную. Пишем блок для обработки исключений. Вызываем нахождение элемента по XPath и присваиваем переменной exist значение true. Импортируем no such element exception. Если появляется это исключение, присваиваем переменной exist значение false. Создадим метод для ввода кода SteamGuard. Проверяем, появляется ли вообще это окно. Напишем XPath, который ищет input элемент с ID two-factor code entry. Если элемент есть, то запрашиваем у пользователя код, который он должен ввести в консоль. Далее передаем в этот же input элемент наш код. Сделаем задержку на 2 секунды и нажмем на кнопку «Подтвердить». Можем найти по CSS-селектору элемент div с атрибутом type равным submit. После клика спим 3 секунды. Если окно двухфакторки не появляется, то просто спим 3 секунды. Запишем теперь в метод авторизации наш новый метод с вводом кода SteamGuard. Окей, давайте проверим работу нашей программы. Создадим экземпляр класса. Напишем метод logIntoSteam и запустим. Введем код в консоль. Отлично, все работает. Теперь нам нужно войти в инвентарь. Давайте напишем XPath для нахождения элемента с атрибутом data tooltip content равным .submenu username. Видим, что находит 2 элемента. Нам нужен второй из них. Создадим новый метод входа в инвентарь. Найдем элементы по XPath, именно элементы, ведь у нас нашло 2 таких на странице. Метод вернет нам массив из элементов, а нам нужен второй, поэтому вытаскиваем первый индекс и кликаем. Нажмем и посмотрим, что дальше. Нам нужно кликнуть на инвентарь. Видим тут неплохой элемент картинки со статичной ссылкой. Напишем его XPath. Убедимся, что он находится в HTML и запишем в программу.
Кликаем и переходим на основную страницу, где будут проходить операции. Нам нужно для начала выбрать вкладку игры или Steam. Поменял тут чуть-чуть ожидания. Создадим метод setActiveGame. Спросим у пользователя, из какой игры он хочет продать все предметы. Далее напишем вот такой интересный XPath, который находит элемент по тексту внутри тега. Очень полезная фича. Передадим в XPath нашу игру с помощью форматированной строки. Тут есть такой нюанс. Нужно писать игру прямо как на вкладке в Steam, иначе программа выкинет исключение. То есть нужно писать именно Dota 2, а не Dota 2 и не Dota 2. Именно PlayerUnknown's Battlegrounds, а не PlayerUnknown's Battlegrounds и не PlayerUnknown's Battlegrounds. Ну и очевидно не PUBG и не PUBG. Напишем метод для нажатия на флажок только продаваемых предметов. Найдем кнопку по ID. Видим чекбокс «Можно продать». Это input элемент с атрибутом tagName равным marketable. Найдем его по CSS селектору. Давайте получим количество продаваемых предметов. Это число пригодится нам для основного цикла программы. Видим, что у нужного нам span элемента есть класс, который выглядит довольно неуникальным. Давайте проверим по XPath. «156 элементов», что и требовалось доказать. Тогда нам, к сожалению, придется использовать ненадежный XPath. Просто скопируем его у элемента. Чтобы вернуть текст элемента, воспользуемся методом драйвера text. Нам вернется строка с числом в скобках. Давайте уберем скобки с помощью метода strip. Выведем информацию о количестве продаваемых предметов в консоль. Вернем строку, приведенную к целому числу. Давайте допишем в конец программы наши новые методы для тестирования. Запускаем. Ввожу код в консоль. Ввожу игру. Неправильно. Попробуй еще раз. Дуралей, атрибут tagName через дефис написал. Окей, давайте не будем спрашивать каждый раз при запуске игру у пользователя. Сразу напишем ее в файл data. Запустим еще раз. Пока что все работает.
Что ж, закончим на этом моменте нашу первую часть. Вы уже устали, понимаю, но надеюсь, вам хватит сил нажать на кнопочку подписки и другие кнопочки тоже можете понажимать. Мне будет очень приятно. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!